Друзья, я уверен, среди моих зрителей есть те, кто не очень любит проводить время на улице, и особенно в такую жару летом просто заняться нечем. И я, пожалуй, принадлежу к той прослойке людей, кто, то есть, любит проводить летнее время дома подальше от шумных скоплений людей, и основным инструментом для отдыха в таких домашних условиях является, конечно же, телевизор. В общем, встречайте новый 4K QLED TV от TCL. Модель называется C645. Это конкретно телевизор на 65 дюймов с большим экраном, и такой телек DNS стоит сегодня 44 999 рублей именно до 16 июля. И это отличная цена, так как сейчас проходит акция и цены снижены на новые модели почти на 25%. И вообще, наконец-то сейчас случился запуск новых моделей от TCL, и среди них есть модели на мини-LED матрице и также QLED телевизоры. Еще TCL представили новые холодильники, кондиционеры и обновленный модельный ряд стиральных машин. И выбирая телевизор для обзора, у меня, честно, было вариантов не так уж и много. Слишком известные бренды явно стоят нереальных денег, и мне оптимальным показался телевизор от TCL. У меня уже были экраны этой марки, они все очень разные, и пока что претензий не было. Так что я поступил, как знаете, типичный простой человек, взял просто то, что уже знаю, и не стал заниматься экспериментами. В общем, TCL, для тех, кто не в курсе и вообще впервые слышит, что это за компания, то если вкратце, то это крупный мировой бренд из Китая и производитель бытовой и прочей электроники. Они специализируются на производстве электроники, еще раз повторюсь, и бытовой техники. TCL входит в топ-1 среди брендов, кто выпускает 98-дюймовые телевизоры во всем мире. Одним словом, это современная передовая компания, это понятное дело, но вернемся давайте к нашему телевизору. И, конечно, раз уж мы начали обсуждать цену, то цена это ключевое, что для меня важно и для зрителей, плюс также всех волнует вопрос качества изделия и самой картинки на экране. И сам экран у нас, еще раз уточню, на 65 дюймов, что примерно 163 сантиметра. И чтобы не было проблем с размерами, там влезет ли телек, не влезет ли в мою скромную стеночку, я заранее рассчитал стену в спальне, чтобы в этот промежуток на 163 сантиметра и встал телевизор точно в притирочку. И я, знаете, не стал вешать телек на стену, потому что, вес довольно немаленький у телевизора, и я просто за это переживаю. У меня не бетонная стена, а гипсокартон, и неизвестно, как там будет держаться кронштейн. Короче, я просто поставил телевизор на ножку, и так, мне кажется, смотрится отлично. Это именно как по мне. Мне кажется, на расстоянии 4 метров от телевизора смотреть на кровати будет почти как в кинотеатре. Вроде не слишком близко и не слишком далеко. И, наверное, сейчас стоит немножко объяснить зрителям, что ключевой задачей, которую я ставил перед собой, я хотел большой телевизор с хорошей картинкой 4К от известной компании, например, TCL, и на основе технологии QLED. Причем такой телевизор на QLED имеет очень большой запас яркости и контраста, что очень важно для отображения контента с высоким динамическим диапазоном, то есть HDR, где может потребоваться одновременно отображение как ярких частей картинки, так и глубоких теней. И самое важное, что я хотел, выбирая телевизор, чтобы цена не превышала сотни тысяч миллионов, а хотя бы вместиться там в 40-50 тысяч. И тут вариантов было не так уж и много. Мне оптимально показался телевизор от TCL. Разумеется, что обязательным условием в 2023 является наличие 4К матрицы с поддержкой HDR10+. И эти ключевые показатели есть в этом телевизоре. Плюс, еще раз повторюсь, тут стоит отличная QLED матрица. Кто-то скажет из зрителей, что на 50, то есть на 65 дюймах уже видны пиксели даже в 4К. Мне лично кажется, что на расстоянии 4 метрах даже на 160 сантиметровом телевизоре невозможно увидеть пиксели вообще. Большие диагонали свыше 65 дюймов попросту не стоит смотреть слишком близко. Далее, что хотелось бы еще отметить в данной модели, есть технология объемного звучания DTS. И еще имеется Dolby Atmos, и есть также не менее важный улучшайзер MEMS, то есть все динамические сцены будут в четком и плавном изображении. И если понятным языком объяснить, то просто исчезает эффект жвачки во время быстрого движения объектов на экране. Разумеется, в данной модели также есть обязательно поддержка Smart TV, голосовое управление Google Assistant, сам микрофон, насколько я понял, находится под телевизором спереди. И сейчас очень важный момент: само наличие смарт-оболочки — это в целом уже привычное дело, но вот скорость срабатывания и запуск самой смарт-оболочки и запуск приложений на телевизоре, вот это уже крайне важно. Я встречал множество разных телевизоров за всю свою жизнь от разных компаний. И так бывает, что, знаете, даже очень классное качество картинки может испортить очень медленная или кривая смарт-платформа. Поэтому прежде чем заказывать данный телек, я почитал на форумах, посмотрел кучу видео о том, как работает смарт именно на этом телевизоре. И работает он стабильно без проблем. Ну, по крайней мере, я уже пользуюсь им, больше, наверное, 3 недель и еще не видел никаких особых там каких-то явных проблем. В общем, пожалуйста,
железа у нас внутри 4-ядерный ARM Cortex процессор, также 2 ГБ оперативы и 16 постоянки. Этого достаточно, чтобы запускать без проблем видео, скажем, 4К, что плавно перемещаться по смарт-оболочке, и для моих задач такой скорости более чем хватает. В остальном еще я бы отметил звук телевизора. Он довольно не слабый, здесь все отлично слышно, мелкие детали, есть даже небольшой бас, поэтому к звуку здесь претензий нет. Далее подключить к этому телевизору можно буквально все, что вам захочется, и внешний SAP, и внешний жесткий диск через USB, и приставку, там, например, PlayStation 5 через современный HDMI 2.1, это важно. И еще есть также беспроводные интерфейсы, это быстрый Wi-Fi и Bluetooth 5.1 тоже имеется. То есть с точки зрения начинки у нас современная модель, и качество самой картинки тоже, разумеется, на высоте. Еще раз напомню, у нас стоит внутри современная QLED 4K матрица с очень большим запасом контраста 6000 к 1 и яркость 450 кандел на метр. Есть также, разумеется, поддержка HDR10+, и частота экрана колеблется от 60 до 120 Гц, причем 120 Гц это плавающий именно в разрешении Full HD. Насчет самой картинки, то по стандарту я не выкручиваю яркость на полную, мне этого не нужно, для меня слишком ярко на 100%. Я ставлю обычно на всех телевизорах и мониторе примерно там 55, 60, возможно 70%. Я не люблю очень яркое изображение, это не всегда правильно по цветам, но в целом, если судить насчет именно этого телевизора, то по цветопередаче и яркости все меня вполне устраивает. Цвета очень насыщенные, сочные, все же QLED матрица заметно отличается от устаревших моделей. Самое важное, что все самые современные стандарты телевизора поддерживает, очень стабильно работает смарт-оболочка, качество изображения явно на достойном уровне, да и сам дизайн телевизора тоже особо не вызывает раздражения. Цена, вот это очень важно. Да, цена я бы тоже отнес преимуществом все же для 65-дюймового QLED телевизора на современной начинке, плюс бренд TCL, это один из крупнейших мировых лидеров в этой области, поэтому цена 45 тысяч рублей это лучший товар, что можно сегодня найти. И да, звучит довольно нескромно, но вполне объективно. Я сравнивал цены в различных сторах, я провел за этим немало времени, и вообще, если без рекламы и прочей хитрости, то действительно найти что-то за 45 тысяч на 65 дюймов с таким качеством QLED экрана, это очень и очень непросто. Если сравнивать с именитыми конкурентами, там, скажем, на 65 дюймов, то цены исчисляются заметно больше, а именно там 60, 70 тысяч и больше. Так что за 45 тысячонок это очень даже достойно. Я полностью доволен. Осталось теперь понять, куда девать коробку на полкомнаты, и вообще будет сказка песня. Если кому интересно, то ссылочки на эту модель я оставлю в описании под видео. Напоминаю, что сейчас действует скидка до 25% на новую серию телевизоров C645, и в ДНС цены очень приятные, но такая цена только до 16 июля, насколько мне известно. На этом, друзья, у меня, наверное, все. Остаемся с вами на связи. Всем я по традиции желаю не болеть. Увидимся уже очень скоро. Всем удачи и пока-пока.